Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Все наперекосяк нынче. Когда нужно спать и хочется, свет есть. Когда пора работать, его нет. И связи нет. Вот только что была, а теперь нет. Или есть, но очень-очень медленно. Или есть отображение, что она есть, а по факту ее нет. И хочется все бросить, ничего не делать и уехать на острова, где лето, тепло и нет россиянцев. Но именно этого и добивается из Кремля ботоксный правитель. Так что наш ответ простой. Выкуси, и можешь не закусывать. Не впервой ведь. Несмотря на тишину на канале, мы продолжаем свое хунтуберское движение в офлайне, и сейчас я вам много чего покажу об этом, расскажу и разберемся немного с тем, что у нас происходит и почему и куда мы движемся со всем этим. Ну и, конечно, покажу ваши комменты из-под донатов. Начну с машины для разведки. Нет, про машину чуть позже. Начну с вещевого обеспечения от МО и волонтеров. Ситуация уже не патовая, но от идеала все еще далека. Если брать зимние куртки, за 1,5 дня число курток на учете в ЗСУ увеличилось на 18,5К, условно на 3 бригады или армейский корпус. Осуществляется приемка 12,5К. Осуществляется приемка формы от Германии. Там единица измерения не штуки, пересчитают штуки, примут, озвучат цифру. От украинских производителей в ближайшие часы и дни должно поступить порядка 28,5К. Около 11К проходит границу. Десятки тысяч на разных стадиях движения за границей. Грузится, едет. Также в процессе приемки 10К зимних штанов, 37К флисок, 16К комплектов термобелья, 61,5К штук шарф-труба, 9,5К зимних шапок и масса другого добра. В движении по Украине 10К пар зимней обуви. Это много? Да. Этого достаточно? Нет. Но эта картина за пару дней. Машина едет. Торбите склады и командиров. Все слишком запутано, но ситуация не беспросветная. Что касается общей картины, если вы открутите ленты на месяц-полтора назад, без труда найдете массу заряженных постов на тему «Минобороны форму не закупила», «Помощь от партнеров будет идти месяцы, все замерзнут» и т.д. и т.п. Разные депутаты делились откровениями, что им якобы кто-то сказал, что обеспечение будет на уровне 30% максимум. Сейчас они видят, что картина несколько иная и слегка приуныли, хотя вроде как надо радоваться. Так что ж происходит? До 15.10 осуществлялось количественное насыщение. Приоритетом номер 1 командование ЗСУ обозначило обеспечение фронта. Еще в сентябре Минобороны передало на склады ЗСУ больше зимних курток. Это основная проверочная позиция, чем было людей на фронте. Плюс до 15.10 шли поставки. Не считая флисок, шапок, термобелья, носков и т.д., например. Носков после приема партии, которая сейчас движется, будет официально поставлено более 6 миллионов пар. То есть, если их кому-то не выдадут, то совсем не потому, что их не будет. Другой вопрос, что носки вещь снашиваемая и индивидуальная. Но тут я могу сказать только одно. Не сидите сложа руки, не строчите постики в Facebook, строчите докладные записки, теребите систему, она обязана работать. Если ее не теребить, то она не заработает никогда. С 15.10 началось наведение резкости и выяснение, где и чего не хватает, а главное – почему. Пока основной ответ, почему у людей нет формы на руках. Затрудненная логистика. Сейчас это действительно подвиг. Бригады получили, интенсивно передают своим подразделениям. Где-то не хватает размеров, идет замена. Где-то дооформляются документы. Есть масса нюансов, которые широкой публике в принципе знать не надо, но они в том числе порождают картину «формы нет». Например, поступает сигнал, что у одной из рот в зоне боевых действий нет формы. Выясняем. Форма на эту роту получена и ждет в ППД. Подразделение должно было уйти на ротацию, но есть задержка. Те, кто идет на замену, все получили. Командир говорит, планировали вывести и одеть. Через пару дней так и будет. Но формально люди форму не получили. Вот из-за подобного образуется цифра, что фронт обеспечен на 90%. Это отменяет то, что хлопцы мерзнут? Нет, не отменяет. Это отменяет только тот факт, что все на все забили. Если вы тоже забили и перестали теребить руководство, поздравляю. Система будет считать, что у вас тоже все в порядке. Пока выявить и докрутить такое можно только руками. По мере проникновения в войска логистического ПО будет полегче. Есть направления, где люди обеспечены лучше, есть чуть хуже. В ближайшую неделю, дней 10, грубо до конца месяца, будет происходить выравнивание. Ситуация на земле меняется быстро. Приходят сигналы «вчера не было, сегодня выдали». То есть разговоры о том, что кто-то будет получать форму к Новому году, это явный перебор.
Советую не читать досужие рассуждения на тему, сколько будут выполняться контракты и сколько чего приехало из-за рубежа. Поставки по контрактам осуществляются партиями. Законтрактовано значительно больше формы, чем имеем военнослужащих, ибо резерв, замены и так далее, поэтому форма будет отгружаться и в ноябре, и в декабре, и в последующие месяцы. Заявления партнеров также не стоит домысливать, ибо, как правило, они не сообщают детали. Детали могут состоять в том, что часть формы сразу пойдет из резерва, часть будет заказана и так далее. Они могут иметь в виду не то, что поняли СМИ, как было с 500 комплектов от Канады, которые сейчас носятся по сети. Причем особо рьяно уже обвиняют Минобороны, что эта форма получена из Даныкана, а войска голые боссы. То есть простое сложение ничего особо не дает. Итог можно будет подбить в апреле. Понятно, что износ, и хотелось бы больше. Учет и бюрократия всех бесит, но многие предпочитают не думать, что у нас нет денег. Это иллюзия, что мы сможем воевать в безлимитном режиме по ресурсам. Каждый месяц полноценного финансирования – это подарок. Каждый месяц выплат денежного обеспечения военнослужащим в нынешнем размере и оплаты контрактов по оружию, связи и так далее – это счастье, потому что удается выбраться из минусов по ряду важных позиций. Пример с броней и шлемами самое простое и наглядное. Если не будет срывов до конца года и удастся нормально войти в Новый год, то получится напаковать зимние формы с запасом, и летней тоже. Теперь про машину разведки. Немного рано, машину пока показать не могу, не доехала, еще только рассказать эту предысторию. Звоню деду, тот злой, как мышь в ливень, выясняю. Машина разведки раздолбана, ездить не на чем, денег нет, будет занимать. А у нас с вами в банке как раз лежало 105 ваших донатов, собираемых на пикап для хлопцев. Что делать? Вот что? Сказать деду, что хунтуборы не могут ничем помочь, и пусть разведка ездит на самокатах в поля? В общем, отправил я ему 100 когда выяснилось, что недостает еще, докинул еще 30, которые вы прислали на перемогу. Что имеем? Имеем на счету для покупки пикапа на данный момент снова 3500, зато у разведосов будет конек. Как только смогу его показать, тут же покажу. Вроде должен быть вот-вот. Так что пикап снова откладывается. Поможете? Сюда же, в копилку, и коротко вот о чем. Продолжу еще одним инструментом для ландшафтных дизайнеров. Да, мы с вами проспонсировали капитальный ремонт, а точнее даже восстановление, еще одной штуки для ландшафтных работ на Донбассе. И хотя сумма тут не самая внушительная из текущих растрат, но выхлоп от нее будет вполне себе объемный. 10 тысяч. И тут есть нюанс. Подобные работы можно пытаться проводить через официальные каналы, и мы так и будем делать в дальнейшем, но сейчас так нельзя, потому что скорость работы волонтеров и скорость работы официальных лиц разница не в разы, а в сотни раз. Да и цена выполнения работ будет на несколько порядков выше. А как вы думали? Мы ж поржать хотели, и шашлычков, да в глаза заглянуть. Я ничего не путаю? По новому асфальту прокатиться с ветерком. Прикольно же? Поржали? Ну вот. Вот система и не настроена, а точнее сказать, расстроена. Вернее, настроена, да только не в нашу сторону. Там в цепочке столько умников, что я пока и думать не хочу, сколько лет нам их вычищать, эти конюшни потом. Ну, и в завершение еще пару фактов про нашу совместную с вами работу. Скорая для ЧЭ приехала, сейчас на ремонте, потом на перекраске, будет готовый результат, отсчитаюсь. И про самое муторное чуть не забыл. 2,5 недели, да почти 3, я пытался настроить звук, и вот что выяснилось. Оказывается, и микрофон у меня в студии был в порядке, и карта новая прекрасна, да только с появлением шахедов заработали какие-то новые РЛСки, сигнал от которых научился ловить мой микрофон. Чтобы это выяснить, мне пришлось все разобрать, собрать, перекоммутировать раз 100, встретиться с мастером по ремонту, написать несколько постов, сделать десятки звонков, потом отобрать микрофон из имеющихся, искать его в интернете, заказывать, ждать, настраивать, и только теперь я могу выдохнуть спокойно и записываться дальше. Надеюсь, сегодняшний звук вам тоже нравится. Теперь я имею еще одну рассрочку, зато могу делать запись, не опасаясь наводок, в паузах между пропаданием электричества и связи. Поэтому я, наверное, попробую делать короткие хотя бы ролики, чтобы не возникали такие большие провалы в появлении информации на канале. Ну и проверяйте телеграм Пенса. Там проще что-то короткое рассказать. Не обижайтесь. Такие дела.
Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.